Прошлого года я начала страдать бессонницей. Могла целыми часами лежать в темноте, созерцая потолок и слушая, как тикают над самым ухом часы. Время в такие ночи тянется медленно. Лишь когда за окнами начинает светлеть, приходит долгожданный сон. Это произошло в одну из таких бессонных ночей. Было начало февраля, ночь стояла глухая и безлунная. За окнами валил снег, в квартире я была одна. Мать с отцом уехали к крестной и не могли вернуться из-за непогоды. Спать легла поздно, около часа. Обычно ложусь раньше. Но едва моя голова коснулась подушки, как я поняла, опять не спится. Я ворочалась, скуталась в одеяло и пледы, накрывалась подушкой, усиленно заставляла себя заснуть, но все мои попытки не увенчались успехом. Пришлось по старой традиции неподвижно лежать, думая обо всем на свете и поджидая, когда вместе с лучами рассвета придет и сон. Как вдруг я содрогнулась от неожиданности, зазвенел дверной звонок. Пронзительно так. Кто-то чересчур сильно жал на кнопку звонка, будто желая перебудить еще и соседей. Я решила, что вернулись родители, и тут же поспешила к входной двери, и уже потянулась к дверному замку, машинально спрашивая, кто там. Никто не отозвался. Я насторожилась. Звонок повторился, и все с той же настойчивостью. «Кто там?» – спрашиваю. «Отвечайте!» В ответ молчание. Прислушалась, шорохов за дверью никаких, полная тишина. И тут жутко мне стало, аж озноб пробил. Опять звонок. Я приподнимаюсь на цыпочки и смотрю в глазок. Площадка озарена ярким светом двух лампочек. Вижу, стоит у порога мальчик лет 5. Волосы темные, личико круглое, но без какого-либо выражения. Глаза большие, бесцветные. Он голову поднял и смотрит вверх, будто знает, что я на него смотрю. И тут соображаю, что, как такой малыш дотянулся до звонка и не отзывается? Почему? И откуда он? У нас в подъезде ни одного ребенка нет такого возраста. И от этих мыслей жуть меня до самых костей пробрала. Все смотрю, а мальчик вдруг губы скривил, а личико его вмиг потемнело. Рот открыл и говорит: «Не смотри на меня. Голос хриплый, скрипучий, как у старика. Не смотри, а то хуже будет». Я как закричу от ужаса, как отшатнулась в коридор, а в дверь уже скребут и хрипло бормочут. Увидела. Я, парализованная от ужаса, стою и не знаю, что делать, а там все скребутся и хрипят. Я начинаю вспоминать все молитвы, и дверь начинаю крестить дрожащей рукой. «Помоги, убереги от зла!» И почти сразу же скрежет прекратился. Что-то заскрипело, стукнулось, а дверь и затихла. А я все крестное знамение рукой вычерчиваю. Еще минут 10 так простояла, шепчу молитвы. Прислушалась. Тишина. В дверной глазок не отважилась посмотреть. Вернулась в комнату, свет включила и так и просидела до утра, пока не вырубилась от напряжения и усталости. Родители вернулись к полудню, разбудили, долго жаловались на непогоду и спросили, что с дверью входной случилось. Сказали, царапины на ней. Царапины небольшие, но заметные, глубокие. Думала, в обморок упаду, когда сама их увижу, но не упала, сдержалась. С тех пор звонков в дверь не слышала. И слава Богу. Кто-то или что-то явно смирилось с тем, что ему не откроют, или же испугалось, что его увидели, или стучится в другую дверь, и не дай Бог ему откроет.